Всем привет! Меня зовут Ирина, и вы на канале Ирина Кукин. Неоднократно меня спрашивали о хорошем рецепте сметанника. И вот наконец я нашла рецепт, который кажется мне идеальным. Этот торт очень напоминает латвийский торт Умка, который очень популярен не только у наших жителей, но и далеко за пределами Латвии. Сначала подготовьте форму, причем неважно даже какую и какого диаметра. Я взяла вот такую силиконовую, потому что я делаю торт небольшой. У нее диаметр 17, и я проложила ее пергаментом. Можете использовать стандартную разъемную или даже отпекать бисквит пластом. Мне нужно 2 крупных яйца весом 120 граммов. Наличие планетарного миксера не обязательно. Если яйца не очень крупные, разболтайте еще одно и добавьте. Взбивайте яйца, дождиком сыпая к ним 100 граммов сахара до пышной, светлой, устойчивой пены. В то время, пока они взбиваются, а если используется ручной миксер, то лучше до того, беру 150 граммов пшеничной муки высший сорт, 9 граммов разрыхлителя и смешиваю. А к 120 граммам 30% сметаны нужна именно такая. Если у вас ее нет, отвесьте сметану меньшей жирности. Я оставлю ссылку под видео, как это сделать. Сметана нужна будет не только для теста, но и для крема. Добавляю 60 граммов сгущенного молока. И тоже смешиваю. В это же время включаю духовку на 180 градусов, вверх-вниз. Яйца нужно взбивать долго, чтобы пена была не просто пышной, но и устойчивой. Вот посмотрите, такого недостаточно. Это одна из самых главных ошибок при приготовлении любых бисквитов – недовзбитые яйца. Кстати, прерывать взбивание не нужно, это я сделала, чтобы вам показать. А вот такого состояния достаточно. Видите, рисунок четкий, и он остается, а не расплывается. В общем, взбивайте не меньше 10 минут. Соберите сахар со стенок посуды и перемешайте все. Аккуратно добавьте сметану со сгущенным молоком. Перемешайте. В 2 приема введите сухие ингредиенты. Аккуратно смешайте. Если не умеете использовать ручной венчик, смешивайте лопаткой. На самом деле я не вижу никакого смысла спорить, чем лучше смешивать. Я думаю, что каждый должен приспособиться, как ему удобнее. И хорошо уберите все со стенок и со дна. И сразу же выливайте в форму. Не выливайте тесто в одно место. Можете быстро шпажкой его разровнять и убирайте в духовку. Первые 30 минут открывать вам ее точно не нужно. Бисквит готов. 35 минут он у меня был в духовке. Проверяла я его сухой шпажкой. И сразу же, как я могу касаться, я перемещаю его на решетку, чтобы дно у него не стало влажным. И оставлю в таком виде до полного остывания. А пока можно сделать крем. И здесь у меня 100 граммов мягкого сливочного масла. Добавляю к нему 90 граммов сахарной пудры. И пока взбиваю, я немного расскажу о креме. Я делаю его с добавлением сливочного сыра. Но если вам не нравится такой вариант, просто возьмите 200 граммов мягкого сливочного масла. Также этот крем можно делать с добавлением сгущенки вместо сахарной пудры. И такой вариант уже на канале есть. Ссылку на сметанный крем со сгущенкой я оставлю в описании к видео. Вы можете в этом торте использовать крем со сгущенкой. Периодически снимайте масло со стенок. Я даже не стала использовать планетарный миксер, потому что количество масла небольшое. Он его просто размажет. Теперь в это масло я буду добавлять холодный сливочный сыр из холодильника. Добавлять буду постепенно, частями, по такой схеме. Добавила, промешала, взбила. Добавила, промешала, взбила. Сложность в этом креме только одна – разница температуры ингредиентов. Поэтому сыр выступает такой прослойкой между маслом и сметаной. Видите, масса однородная. Теперь в эту массу я добавляю чайную ложку ванили, можете заменить ее ванильным сахаром. И сюда же добавляю 280 граммов холодной сметаны 30%. Если такой нет, используйте отвешенную, менее жирную не берите. Сначала смешайте на небольших оборотах, потом взбейте, но недолго. Как видите, что ингредиенты объединились, заканчивайте. Весь крем поднимите со дна, чтобы все у вас хорошо промешалось. И на этом крем готов.
Посмотрите, какая красивая, нежная, однородная масса. И пока, если он не нужен, можно убрать его в холодильник. Продолжаю. Бисквит у меня был в холодильнике, завернутый в пищевую пленку. И теперь нужно подобрать подходящую мисочку, ну или какую-либо другую емкость. Потому что собирать я торт этот буду по типу нашего латвийского умки. Он собирается горкой. Но опять же, вам никто не запретит сделать его в классическом варианте. То есть разрезать бисквит на желаемое количество коржей. Чем больше коржей, тем лучше, и чем они тоньше, тоже. Отрежу тонкий корж сверху. Мне просто нужно основание. Делайте это любым удобным вам способом. Толще не нужно. Оставшийся корж я разрежу на две части. Вот, посмотрите, какой приятный бисквит. И их уже нарежу кубиком. Можно даже просто наломать. Вообще я хочу сказать, что я довольно скептически относилась к сметанникам. Считала их такими недотортами. Но реакция моей семьи, знакомых и друзей меня, честно говоря, удивила. То есть всем настолько понравился этот торт, что мне волей-неволей пришлось свое мнение изменить. Мы, кстати, с вами давно не проводили опросы. Напишите в комментариях, любите ли вы сметанные торты, насколько вы часто их готовите или покупаете. Ну вот видите, целая гора кубиков. Продолжаю. В мисочку нужно постелить пищевую пленку. Вот так крест-накрест. Достаю из холодильника чудесный сметанный крем. Я не преувеличиваю, это действительно очень вкусно. И смазываю подготовленную посуду. Теперь немного крема я отложу, а в оставшиеся высыплю бисквитные кубики. И по поводу сметанного коржа хочу еще сказать, что если у вас духовка не очень, то лучше сделать его пониже. Потому что такие коржи не очень просто пропекаются. И если он у вас будет более широкого диаметра и немного тоньше, то он гарантированно пропечется лучше. А потом вы просто вырежете из него нужный диаметр. Ну вот так, замечательно. И дальше укладываю все кубики в подготовленную посуду. Верх у этого торта не должен быть гладким. То есть это будет не такая полусфера, а скорее сверху должен быть такой художественный беспорядок. Оставшимся кремом я смажу основание, чтобы оно не получилось сухим. И вот можно добавить сюда наверх. Я в приветствии сказала, что считаю этот рецепт идеальным. И это действительно так. Потому что по соотношению затраченное количество труда, времени и итоговый результат, он очень хорош. Готовится торт просто, быстро, а в результате нравится практически всем. Причем очень нравится. Процесс можно разбить, приготовив, например, заранее бисквит. И на пару часов я его поставлю в холодильник. Пусть он стабилизируется, а заодно и пропитается. Для покрытия, для глазури я буду использовать молочный шоколад. И его нужно растопить пульсами в микроволновке или на водяной бане. Через 30 секунд достаньте из микроволновки и перемешайте. Независимо от того, расплавился шоколад или нет. И не ждите, когда у вас расплавится весь шоколад. Достаточно, чтобы расплавились 2/3, а остальное в процессе помешивания у вас разойдется. Если шоколад в плитке, порубите его предварительно. Когда шоколад растоплен, добавляю к нему масло виноградных косточек или любое другое растительное масло без запаха. Шоколада у меня 150 граммов, и масла я возьму 30. И нужно все хорошо перемешать. Добейте, чтобы масса стала однородной. И дайте глазури остыть, хотя бы до 35 градусов. Термометр здесь не обязателен, можете ориентироваться просто рукой. Торт перед покрытием либо держите в холодильнике, либо поставьте в морозильник минут на 15-20. Постелите на стол пищевую пленку и сверху поставьте решетку для торта. Торт достаньте, снимите нижнюю пленку, немного его потяните и аккуратно переверните. Этот торт не делается правильным куполом, поэтому можно вот с помощью, ложки придать ему такой вот художественный какой-то беспорядок. Если вы видите, что крем еще не совсем стабильный, ненадолго поставьте торт в морозильник, прямо в таком виде. И торт можно покрывать. Наш местный популярный торт «Умка» покрывается белым шоколадом. Но для меня это очень приторно, хотя, конечно, по виду «Умкой» такой должен быть. И остатками глазури можно подправить. Чтобы остатки глазури не пропадали, нужно нанести ее сверху.
Беспорядок так беспорядок. А еще у меня есть шоколадная крошка, и в ней немного кондурина. Ну и на этом все, не буду усложнять, это все-таки сметанник. И вот что в итоге. Вы не поверите, но я даже его взвесила. И несмотря на небольшой размер, весит он килограмм 200 граммов. Вот такой чудный сметанник у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита! Очень приятный домашний тортик. Катя, дегустируй. Очень вкусно. А что так грустно? Это не грустно. Очень нежно. Мне нравится, что здесь молочный, а не черный. Шоколад? Да. Если его делать как кумку наш, то тут белый. вообще белый. Не, Но ну белый это слишком. мне тоже кажется, что белый это приторно. А молочный очень вкусный, он очень нежный. Потому что он гармонично сочетается с самим сметанником. Очень вкусно. И мне очень нравится этот толстый слой шоколадный. Шоколадная глазурь как-то облагородила, скажем так, сметанник. Иначе он совсем бы был такой домашний тортик. Угу. С шоколадом как-то иначе. Угу. Да, могу признать, хоть я и не фанат сметанников, но это очень вкусно.